Пенсильвания-авеню, 1600, северо-запад, самый известный адрес в США. Но доехать сюда на такси не получится. Вас высадят на 17-й улице у КПП, металлических заграждений и заборов. За ними сдержанный особняк в палладианском стиле, резиденция всех американских президентов, начиная с Джона Адамса. За годы своего существования Белый дом стал синонимом власти и символом института президентства для американских граждан и людей во всем мире. Этот командный центр в музейных интерьерах знаком каждому, кто хоть раз держал в руках 20-долларовую купюру. Его коридорам и холлам доступна память о тысячах гостей и туристах, сотнях глав иностранных государств, десятках президентских администраций. Он менялся с течением времени, развитием технологий, претерпевал пожары, реконструкции, нападения. Каждый президент вносил свой вклад в развитие этого уникального комплекса. А сама идея его создания принадлежит первому президенту США Джорджу Вашингтону, которому пожить в Белом доме так и не удалось. В конце XVIII века статуса временной столицы США удостаивались 8 городов – Нью-Йорк, Филадельфия, Ланкастер, Йорк, Балтимор, Принстон, Аннаполис и Трентон. Но и Конгресс, и Джордж Вашингтон считали, что столица США не должна быть зависимой ни от одного из штатов. Было принято решение о возведении нового города, для строительства которого Вашингтон выбирает участок местности в форме ромба с длиной стороны 10 миль вдоль реки Потомак на границе штатов Мэриленд и Вирджиния. Город назовут именем самого Вашингтона, а округ, который бы подчинялся Конгрессу напрямую, Колумбией. Конкурс на разработку генерального плана столицы выиграет архитектор Пьер Шарль Ланфан. Так, сначала на бумаге, а потом и в жизни, постепенно начнет обретать свои силуэты самый неамериканский из американских городов. Здания барочные, проспекты широкие и словно по парижским лекалам исходящие радиально из прямоугольных кварталов. Вместе с планом города Ланфан предложит проект Дома президента в стиле дворцов французских королей. Но Джорджу Вашингтону такой размах не понравится, и на строительство резиденции ему придется объявить новый конкурс. Среди соискателей окажется госсекретарь США Томас Джефферсон. Он пришлет свой проект анонимно, подписавшись A.Z. Но победителем станет молодой архитектор Джеймс Хобан. При подготовке проекта он учел неудачный опыт Ланфана и разработал здание в сдержанном палладианском стиле. Хобан получил прекрасное образование в Ирландии и обладал необходимыми способностями и квалификацией. Это был конкурс, поэтому, как и положено на настоящем конкурсе, его результаты разозлили тех, кто его не прошел. Однако все они стремились к тому, чтобы дом для президента не был дворцом, а представлял собой георгианскую усадьбу, подходящую для молодой демократии. Они пытались дистанцироваться от образа короля, ведь именно против этого они и боролись. Будучи американцем ирландского происхождения, вдохновение для дома президента Хобан черпает в европейских особняках. Именно поэтому сегодня северный фасад Белого дома так напоминает Ленстер-хаус в Дублине, родном городе Хобана, а пристройка южного портика – колоннаду усадьбы Шато де Растиньяк во Франции. Вашингтон плотно курирует проект и настаивает на увеличении размера здания с 9 пролетов до 11. Строительство начинают в 1792 году. Над возведением резиденции трудятся рабы и европейские эмигранты. Они работают поочередно на 2 стройках. Синхронно с домом президента возводится Капитолий. Строительство завершат в 8-летний срок, но полномочия Джорджа Вашингтона истекают в 1797 году. И первым главой американского государства, для которого Белый дом станет постоянным адресом, окажется второй президент США Джон Адамс. 1 ноября 1800 года вместе со своей женой Джон Адамс въезжает в строение еще недоделанное. Завершаются внутренние работы, продолжается отштукатуривание стен.
Белье приходится сушить в парадной столовой, а в здании так холодно и влажно, что согреть его можно только если в каждом помещении разжечь камин, жалуются подруги в письме супруга президента Эбигейл. Но ни мрачность, ни неустроенность не помешают Джону Адамсу уже в первые дни осмыслить важное предназначение только что построенной резиденции. Я молю небеса ниспослать лучшие благословения этому дому и всем тем, кто будет населять его в будущем. Пусть лишь самые честные и мудрые правят под этой крышей. Это послание будет выгравировано в мраморе парадной столовой при президенте Франклине Делано Рузвельте в 1945 году. Первые отзывы о резиденции оставит и третий президент Томас Джефферсон. Уже в статусе главы США он заселится в особняк через 4 месяца после окончания строительства, когда истекут полномочия Джона Адамса. Поначалу Джефферсон тоже жалуется, но не на влагу или мрачность. По его впечатлениям, президентский дом слишком большой. Такой большой, что может вместить 2 императоров, Папу Римского и Далай-ламу. Но это не помешает ему пристроить к главному зданию восточную и западную террасы, чтобы скрыть от глаз неприглядные хозяйственные объекты и хранилища. С тех пор почти каждый президент будет привносить как структурные, так и декоративные изменения во внутреннее и внешнее убранство президентского дворца. В вопросе об истории возникновения названия «Белый дом» нет единого мнения. По одной из версий, когда в 1814 году в Вашингтон вошли британские войска и вместе с Капитолием сожгли и Белый дом, то после пожара его выкрасили в белый цвет, чтобы скрыть следы копоти. По другой, здание было белым изначально. Серый пористый известняк, из которого были выложены стены, обрабатывали штукатуркой для устойчивости к перепадам температур. Так или иначе, в середине 19 столетия название «Белый дом» уже плотно вошло в обиход горожан и использовалось в письмах и газетных заметках. Новое строение действительно выделялось своей белизной на фоне прочей застройки. В официальной корреспонденции его все еще продолжали называть дворцом президента, резиденцией и домом президента. И лишь в 1901 году Теодор Рузвельт закрепит за комплексом его современное название, поставив на одном из титульных бланков подпись «Белый дом, Вашингтон». Если подумать, в Америке миллион белых домов. Это забавно. Из дома президента или резиденции, как они его именовали, он превратился в Белый дом. И мы привыкли к этому, несмотря на то, что раньше он назывался домом президента. Однажды в Белом доме мне подавали на подносе из серебра, на котором было написано «Дом президента». То есть некоторые из старинных артефактов до сих пор используются. Разрушительный пожар 1814 года заставил Конгресс всерьез рассмотреть вопрос переноса столицы в город с более развитой инфраструктурой, но правительство решило попытаться восстановить дом президента и привлекло к реконструкции его создателя, архитектора Джеймса Хобана. Он завершит восстановительные работы в 1817 году, а в 1824 пристроит к главному зданию южный портик, тот самый так сильно напоминающий колоннаду французского шато де Растиньяк. Пристройку северного портика прямоугольной формы с несущими колоннами возведут в 1829 при президенте Джоне Куинси Адамсе. Водопровод в здании проведут в 1833, газовое освещение в 1948, а в 1853 установят первую отопительную систему. Электричество в Белом доме появится в 1891 году, но действующий президент Бенджамин Харрисон опасался даже дотрагиваться до переключателей, боясь получить удар током. Да, включать и выключать свет они просили персонал. Но в течение 10 лет здание было электрифицировано целиком, как и вся страна. Это произошло очень быстро. Это было здорово. В Белом доме был телефон номер 1. Вы представляете, какие в наше время длинные телефонные номера? Так вот, в Белом доме еще при администрации Раттерфорда Хейса стоял телефон с номером 1. Но звонить с него было некуда, потому что телефонов практически ни у кого не было. В какой-то момент там установили коммутатор, но по вечерам, когда все уходили домой, президент Хейс отвечал на звонки сам.
В 1902 году Теодор Рузвельт пристроит к главному зданию западное крыло. В 1909 при Уильяме Тафте появится овальный кабинет, но будет частично разрушен через 20 лет при пожаре в Рождественскую ночь. Его отстроят вновь при Франклине Делано Рузвельте, закрепив за кабинетом его современный облик. We have a long way to go in the space race, and we started late, but this is the motion. Белый дом сегодня – это комплекс зданий и сооружений, расположившийся на площади в 5100 квадратных метров и территории 7,2 гектара. На фотографиях и видеокадрах может показаться, что сам комплекс небольшой, но это обманчивое ощущение. 132 комнаты, 35 ванных комнат и 412 дверей, 147 окон, 28 каминов, 8 лестниц и 3 лифта. В центре главное историческое здание, спроектированное Джеймсом Хобаном. Колоннадами оно соединяется с западным и восточным крыльями. В главном здании 6 этажей, включая 2 подземных и 1 мансардный. Жилые помещения президентской семьи располагаются на 3-м этаже, куда допуск для публики и гостей закрыт. Здесь находятся центральный холл, желтый овальный зал, спальня президента и членов его семьи, гостевые комнаты. На 2-м и 1-м этажах располагаются исторические залы, столовые помещения для официальных церемоний, банкетов и торжественных приемов. Голубой, красный и зеленый залы, семейная и парадная столовые, восточный зал и зал дипломатических приемов, фарфоровая и позолоченная комнаты, библиотека. Мансардный этаж в полном распоряжении президентской семьи. Там может находиться спортзал или солярий, игральная или музыкальная комнаты. Подземные этажи занимают технические службы. Экскурсия по Белому дому занимает от 7 до 10 минут. Вы все время идете, вы не стоите на месте. Вы заходите с восточной стороны, проходите по коридору, поднимаетесь наверх, обходите главные государственные залы и выходите через переднюю дверь. Происходит это практически так же быстро, как я показала сейчас рукой. Я всем говорю, если вы собираетесь на экскурсию, то концентрируйтесь, смотрите по сторонам и обращайте внимание на все. Например, на великолепные цветы. И замечайте все, потому что потом мне обычно говорят: «Вау, это было быстро». И, конечно, президента вы не увидите. Бывает, пробежит домашнее животное и приведет всех в восторг. Но президент может находиться где-то в соседней комнате, встречаться с дипломатами, и вы никогда об этом не узнаете, потому что везде расставлены указатели. Обычно они держатся подальше от экскурсий. В здании существует целая сеть запасных лестниц, лифтов и проходов. Им нет смысла появляться на виду у туристов, если они сами того не захотят. Когда в новостях мы слышим «Белый дом сообщил» или «В Белом доме прокомментировали», нам, как правило, показывают вот это главное здание за моей спиной. Однако все важные решения принимаются в неприметной трехэтажной пристройке, скрытой от глаз за деревьями и кустами, в западном крыле Белого дома. Такая незаметность продиктована функциональностью, которую задумывал для него Теодор Рузвельт. И если своей внешней неприметностью западное крыло, несомненно, уступает узнаваемости главного корпуса, то определенно может посоревноваться с ним в ассоциациях. Словосочетание West Wing – западное крыло – в США стало давно синонимом беспрецедентного политического влияния.
Это очень церемониальное помещение. Некоторые президенты им едва пользуются. Они заходят туда только, чтобы подписать закон или встретиться с кем-то. И по размеру оно очень мало. В нем стоит большой стол, 2 дивана и пару стульев. Есть несколько дверей. Чаще они работают в соседнем личном кабинете. И есть еще офис вверх по лестнице. Так что овальный кабинет очень зависит от президента. Кто-то обожает его и проводит там все время, а для кого-то это скорее протокольное помещение. Если у входа в западное крыло несет дежурство морской пехотинец, значит президент в овальном кабинете. В западном крыле Белого дома находится знаменитый зал для прессы. Вот этот фон за моей спиной является тем самым компонентом, с которым Белый дом ассоциируется моментально. За этой кафедрой президенты США обращались к нации и отвечали на вопросы журналистов. Поразительно, насколько небольшим кажется это помещение вживую, а не на фотографиях. И это неудивительно, ведь в 30-е годы здесь построили 15-метровый бассейн для одного человека, Франклина Делано Рузвельта. В 1969 году Ричард Никсон распорядился переделать его в зал для пресс-конференций. Сегодня он носит имя Джеймса Брейди, пресс-секретаря Рональда Рейгана. Он был ранен и остался инвалидом при покушении на Рейгана в 1981 году. Самое закрытое государственное здание и самая открытая частная резиденция. Этим статусом подчеркивается противоречие между повышенными мерами безопасности, которые действуют в наши дни, и давней традицией открытых дверей, когда с президентом мог пообщаться каждый. Томас Джефферсон открыл Белый дом для публики в 1801 году. Вдоль здания можно было гулять и проезжать в конном экипаже. После инаугурации Эндрю Джексона на Капитолии в 1829-м тысячи его сторонников отправились праздновать в Белый дом и устроили там многочасовую и вышедшую из-под контроля пьяную вечеринку. Чтобы выманить гостей на улицу, официанты выносили на северную лужайку емкости с алкоголем. А в это время внутри толпа громила мебель и била китайский фарфор. Президента Джексона пришлось эвакуировать в Александрию. Это был хаос. Люди отрезали кусочки штор в качестве сувениров, а эти шторы по сегодняшним ценам стоили 7-10 тысяч долларов. Такого, конечно, хочется избежать. Во времена Авраама Линкольна сборище людей толпились в коридорах Белого дома, желая задать президенту вопрос, поприветствовать или устроиться на работу. Они отнимали у него массу времени, но сам Линкольн называл такие беспорядочные визиты ваннами общественного мнения, а их эффект считал обновляющим и укрепляющим. Даже уже в 20 веке граждане выстраивались в очередь на Северной лужайке, чтобы пожелать президенту счастливого Рождества. Представить себе нечто подобное сегодня практически невозможно. С годами Белый дом становился все более закрытым и неприступным, окончательно превратившись в крепость к сегодняшнему дню. Его местоположение по замыслу проектировщика города Шарля Пьера Ланфана, хотя изначально и было подходящим для столицы молодой страны, со временем развитием технологий и появлением более плотного автомобильного движения лишь обнажило свою уязвимость. Всего 90 метров до 17-й улицы и Пенсильвания-авеню по земле и чуть менее 2 километров до глиссады, заходящих на посадку в аэропорт имени Рейгана самолетов по воздуху.
Постепенно территория Белого дома обрастала заборами, контрольно-пропускными пунктами, камерами, датчиками движения и тепла. В самом здании установили пуленепробиваемые стекла и армированные стены, а на его крышу нести постоянное дежурство отправили группу снайперов секретной службы. Воздушное пространство над Белым домом объявили бесполетной зоной, а после терактов 11 сентября в радиусе резиденции установили зенитно-ракетные комплексы. Посетители и туристы при входе проходят через металлодетекторы и датчики взрывчатки и радиации. Продукты, прежде чем попасть в Белый дом, тестируются на удаленной локации. Даже родственники президента уяснили, что приносить еду с собой не стоит. Секретная служба ее выбросит. За свою более чем 200-летнюю историю в Белом доме с государственными, официальными и рабочими визитами были приняты тысячи глав иностранных государств и гостей. И если обычно вес государственных почестей ложился на Южную Лужайку, парадную столовую, в мире ядерной, экологической и иных угроз глобальное единение – это шанс для выживания цивилизации, но Восточный зал и другие исторические помещения, то вся логистическая нагрузка на плечи примерно 100 человек, скрытых от внимания прессы и телекамер, постоянного персонала Белого дома, поваров и официантов, флористов и уборщиков, дворецких и лакеев, электриков и грузчиков. Оставаться незаметными – часть их обязанностей. Персонал старается не привлекать внимание к своей работе. Они дают возможность президентам концентрироваться на главном деле – управлении государством. Нельзя каждую секунду останавливаться и говорить «Доброе утро, миссис Клинтон». У всех свои привычки и предпочтения, и их нужно учитывать. Президенты приходят и уходят. И промежуток времени между президентами – самый любимый момент для персонала. Это примерно от 4 до 6 часов, когда на Капитолии проходит церемония инаугурации. В эти часы Белый дом в полном распоряжении персонала. Они могут прыгать на постелях, двигать все вокруг. Они избавляются от старых зубных щеток, от всего, что могло остаться от предыдущего президента. Расставляют вещи по местам, чтобы в первую ночь новый президент и его семья чувствовали себя как дома. Иногда, когда президенты уходят, они хотят забрать с собой кого-то, к кому привыкли за время работы. Большинство отвечает отказом. «Мы хотим работать в Белом доме, мы служим нации», — говорят они мне. «Ну а где еще нам работать? Это предел наших достижений. Выше некуда». Я не понимаю, как они не умирают от сердечного приступа, ведь находиться там очень волнительно. И они всегда на взводе, хотя к этому можно привыкнуть. Я сама, например, очень волнуюсь, когда иду в Белый дом. Но когда я сегодня увидела его из иллюминатора самолета, то почувствовала себя умиротворенно. И я не хочу терять это ощущение. Южная Лужайка, она же вертолетная площадка. Этой традиции почти полвека президенты покидают Белый дом и возвращаются туда на вертолете. Эта идея принадлежит 34-му президенту США Дуайту Эйзенхауэру. В 1957-м ему удалось убедить секретную службу США в том, что передвигаться по воздуху быстрее, эффективнее и безопаснее, чем в лимузине. С тех пор вертолетом пользовались все президенты США. Это оказалось удобно и практично. До площадки достаточно быстро можно дойти из главного здания или из западного крыла. Президент США Джо Байден на наших глазах выходит из овального кабинета. Несколько десятилетий подряд президенты летают вертолетом типа Сикорский. Он вмещает в себя до 14 пассажиров, а весит такая машина почти 9 тонн.
Понятно, что регулярные посадки в конце концов испортили бы газон на южной лужайке, поэтому перед каждым вылетом или приземлением на траве разворачиваются 3 специальных металлических диска под каждое из шасси. Посадить вертолет на такую маленькую площадку – особое мастерство, да и взлететь тоже непросто, ведь до исторического здания Белого дома всего пара десятков метров. Поднимается в небо вертолет Сикорский. Надо сказать, волна от ветра очень сильная от лопасти. Это зрелище еще того стоит, конечно. Due to the magic of sound photography, we are able to take you on the first sightseeing tour by airplane over historic Washington, D.C. Below us, surrounded by beautiful grounds and shade trees, stands the White House, the home of the Presidents of the United States since George Washington. Главному зданию Белого дома на самом деле 69, а не 229 лет. По крайней мере, так можно считать, если брать во внимание полную перестройку комплекса во второй половине 20 века. 2 крупных пожара, несколько бессистемных реконструкций, установка канализации, электричества, систем отопления и кондиционирования привели к тому, что ко второй половине 20-го столетия Белый дом, не рассчитанный изначально на такие преобразования, и вкупе с естественным износом находился в аварийном состоянии. Когда в 1945 году сюда въехал Гарри Трумэн с семьей, то 3-й президентский этаж, по воспоминаниям его дочери Маргарет, был похож на 3-сортную захудалую гостиницу. Но это была лишь внешняя, эстетическая сторона проблемы более глубокого структурного свойства. В первые дни после переезда Трумэны начинают замечать странные вещи. Люстры самопроизвольно раскачиваются. Одна из них висит в восточном зале. Это 550 килограммов, 6000 кристаллов богемского стекла. Она имеет обыкновение раскачиваться над головами гостей во время официальных приемов. В такие моменты Трумэны лишь нервно переглядываются друг с другом, но уже знают, что виной тому прогнившие деревянные перекрытия 3-го этажа, на которые эти люстры крепятся. Звуки тоже одолевают первую семью. Такие характерные постукивания, похлопывания и даже стоны доносятся из стен, из-под паркета и потолка. Гостей резиденции, которые остаются в доме на ночь, прислуга перед сном предупреждает: ночью вы можете услышать стук в дверь, но в коридоре никого не будет, не пугайтесь. Франклин Рузвельт говорил, старые дома должны скрипеть. Лестницы, полы должны скрипеть. Он сам жил в старом доме в штате Нью-Йорк и ценил такие вещи. Но Белый дом нужно было реставрировать. Рузвельт был единственным президентом нашей истории, кто избирался 4 раза. Он умер во время 4-го срока. Получается, он жил в Белом доме дольше всех. И ему было совершенно комфортно. Поэтому он и повторял про скрипящие дома. Да, при нем переделали кухню и несколько других помещений, но капитальный ремонт ждал до прихода Трумэна. В июне 1948 года ножка фортепиано, на котором играла дочь президента Трумэна Маргарет, провалилась сквозь прогнившие половицы. Инженеры предположили, что опускается западная часть 3-го этажа, и усилили потолки металлическими балками. Но дальнейшее изучение состояния конструкции и расчеты показали, что опускалась не только западная часть. Все здание начинало оседать и могло обрушиться в любой момент. Некоторые тогда говорили, что Белый дом устоял лишь в силу привычки. Было принято решение переселить первую семью в Блэр-хаус, гостевой дом напротив, а в Белом доме устроить полномасштабную реконструкцию, растянувшуюся на 3,5 года. Для этого была создана специальная комиссия по реновации государственной резиденции, которая предложила 3 варианта. Первое – демонтировать и перестроить интерьер, сохранив исторические стены. Второе – снести здание целиком и построить совершенно новую резиденцию. Третье – разобрать внешние стены, перестроить здание целиком вместе с интерьером, собрать исторические стены по периметру. Комиссия остановилась на 1-м варианте – оставить нетронутыми оригинальные стены, полностью перебрать изнанку здания, возвести новый бетонный фундамент и построить 2 дополнительных подземных уровня.
Задача была колоссально трудной. Нужно было сохранить внешний вид здания и в то же время полностью модернизировать его внутри. Обои аккуратно снимали и сворачивали, то есть сохраняли многие детали, чтобы впоследствии их можно было восстановить, а не просто все разломать. Но главным преобразованием была прошивка здания стальным каркасом. В декабре 1949-го рабочие начали демонтаж Белого дома изнутри. Они разбирали этаж за этажом, стену за стеной, оставив к середине 50-го лишь внешний контур, поддерживаемый временными металлическими опорами. Здание стало похоже на коробку с огромным незаполненным пространством. 28 тысяч кубических метров. Внутри свободно могли перемещаться грузовые машины и экскаваторы. На втором этапе реконструкции рабочие построили внутри скелет из металлоконструкций с железобетонными перекрытиями между этажами. В течение последующих 1,5 лет строительные бригады возводили в здании новые стены, проводили коммуникации и занимались внутренней отделкой помещений. Торжественное открытие резиденции состоялось в марте 1952 года. Президент Трумэн с семьей вернулись в новый Белый дом больших размеров. Эту реконструкцию принято считать одним из самых радикальных событий в истории Белого дома и одним из самых серьезных инженерных вызовов своего времени. И если своим спасением Белый дом точно обязан реконструкции Трумэна, то восстановлением облика оригинальных интерьеров Жаклин Кеннеди. Когда чета Кеннеди въехала в Белый дом, мебель, по словам первой леди, была такой, словно ее купили в магазине уцененных товаров. И действительно, реконструкция Трумэна была настолько дорогостоящей, что первый этаж пришлось обставлять мебелью из обычного универмага. Безвкусное оформление помещений, обилие розового наследия бывшей первой леди Мэйми Эйзенхауэр, искусственные материалы мебели и отделки вызывали у Джеки Кеннеди разочарование. Все эти люди посещают Белый дом и не видят в нем ничего, чтобы датировалось раньше 1948 года, говорила она в интервью журналу Life. Она называла Белый дом дешевым магазином. Знаете, она как бы намекала, ну нет, он должен выглядеть лучше, если он представляет нашу страну. Она думала об этом как о государственной службе, подразумевая «я смогу, у меня получится». И, кажется, все были к этому готовы. Она ставит перед собой грандиозную задачу – вернуть первоначальный облик интерьеров, датируемый годом постройки. Средств в бюджете на это нет, поэтому она учреждает Комитет изящных искусств при Белом доме, цель которого не только поиск оригинальных предметов интерьера, разбросанных по всей стране, но и сбор средств на их покупку. Кеннеди сама жила в достаточно богатых домах. Она была профессиональным фотографом, поэтому у нее было хорошее представление о визуальной стороне предметов. Она любила красивые вещи, красивые украшения и одежду. На нее работали не только ее происхождение, но и личная заинтересованность, а также стиль и умения, которые живы до сих пор. Кеннеди нанимает французское дизайн-ателье и делает в своей реставрации упор на теплые оттенки основных цветов – синего, желтого и красного, а в обстановке комнат применяет абсолютную симметрию, чтобы подчеркнуть величественность арочных окон. Так, реставрация Жаклин Кеннеди сделает из Белого дома витрину всей президентской истории США. Она читает архивные материалы, изучает старинные чертежи, лично спускается в подвалы и технические помещения в поисках следов прошлого и находит. Коврики, заказанные Теодором Рузвельтом, французский набор столовых приборов времен 5-го президента США Джеймса Монро. Бюсты столетней давности она обнаружит в подвальном мужском туалете, а в зале для телетрансляции знаменитый стол «Резолют», сделанный из древесины одноименного британского судна. Подарок королевы Виктории президенту Раттерфорду Хейзу. Стол отправится в овальный кабинет, однако простоит там недолго. После смерти Джона Кеннеди Линдон Джонсон выберет для себя другой стол, но в 1977-м Джимми Картер вернет «Резолют» обратно в овальный кабинет. Ей был всего 31 год. Она была очень молодой для первой леди. Люди часто не осознают, что именно поэтому она была такой привлекательной и ухоженной. К тому же она была молодой мамой. Она была в самом расцвете лет. Благодаря ее усилиям в 1961 году Конгресс принимает закон, согласно которому Белый дом официально получает статус музея. Подаренные коллекции антиквариата становятся частью резиденции и, если не используются, то хранятся в Смитсоновском музее. А последующие президенты и их семьи по новому закону не могут вносить существенные изменения в реставрацию Кеннеди. Результаты своей работы первая леди продемонстрирует в телевизионном туре в 1962 году. Его посмотрят 56 миллионов зрителей, а Американская телевизионная академия присудит Жаклин Кеннеди премию Эмми.
В прежние времена разбитую посуду выкидывали в потомок. И меня не покидает мысль, сколько всего можно было бы найти на дне реки. Это было бы интересно. Раньше от вещей просто избавлялись, и ничего не менялось до 1908-10 годов и в особенности до реставрации миссис Кеннеди. Есть закон, ничего нельзя забрать с собой, все записано. Ежегодно в Белом доме проводят инвентаризацию всей хозяйственной утвари и предметов домашнего обихода. Забавно то, что, например, администрация Трампа пользовалась фарфором Клинтонов. Люди не осознают этого. Президенты пользуются одними и теми же вещами и артефактами. Посудой, например, потому что живут там лишь 4 или 8 лет. Это символ нации, возможно, самый главный. У нас, конечно, неподалеку есть Капитолий. До него из Белого дома можно дойти пешком, но это уже другой символ – Конгресса, Сената и так далее. Белый же дом – это символ всего великого, что было в истории нашей страны. И спустя 200 с лишним лет он все еще прекрасно выглядит. Это поразительно. Тот образ, который выбрал Хобан и с которым работал Вашингтон, остается неизменным.